Упустил победу или все же победил? С первых ходов Аниш Гири показал, что он не такой, как предыдущие соперники, и будет играть быстро, не будет подвисать, и что, играя черными, он будет пытаться брать свое. Сейчас мы с вами посмотрим, удалось ли Синдарову победить, сохранить свое преимущество, или все же Гиря его стопорнул. Из дебюта мы имеем ферзевой гамбит. Чтобы не переходить в скучные варианты по типу c6 и конь d7, Аниш Гири двигает слон b4, это у нас защита Рогозина. По теории слон g5, молниеносно следует h6, размен и e3. Уходит Ваниш в рокировку, ладья c1. И вместо того, чтобы сыграть c6, конь d7, как-то слишком рано Гири снимает напряжение в центре. В таких позициях лучше дождаться хода слон d3. И после хода слон d3 забрать пешку на поле c4. Ну да ладно, он гроссмейстер, он лучше знает теорию, чем я, это 100 пудов. Ну а ты жмякни мне лайк аванса. Смотрим. Слон c4, c5, логичное продолжение. Заманил слона на c4 под возможные ладья c8 где-то как-то. Синдаров пошел в рокировку, размен на d4 и конь e4. Зачем он сыграл конем на e4? Если забрать сразу пешкой, белые получают на эндшпиль изолятор. Не совсем ок для таких позиций. Пешка сама по себе становится легкой целью для вражеских фигур. Но если же забрать, например, конем, тогда просто слон d7 и конь c6. Все в порядке у черных. Именно по этим причинам Синдаров сначала убрал коня из поля c3, чтобы не получить никаких разменов, и расставил легкую детскую ловушку для Аниша Гири. Если этот мужчина с нидерландским VPN будет иметь желание атаковать этого коня, ведь там еще висит пешка, есть вероятность, что он походит ферзь g6, атакуя этого коня на поле e4. Тогда за белых есть вариант слон d3, пешка себе благополучно отдалась, и после хода конь h4 есть немножко проблемы у девчат, ведь отступать некуда. Некуда бежать. Единственное поле для отступления ферзя остается h7. Тогда вот такой скачок. Одним копытом на короля, вторым на ферзя. Да, вы мне сейчас в комментариях напишите, ну так этот конь же теряется. Да, он теряется. Но вот этот без с поля d3 забирает ферзя. И Аниш остается без ферзя. Лайк, если не видел. Поэтому после конь e4 он правильно пает красиво на e7. Играет быстро. Домашняя заготовка, возможно. На эти 11 ходов соперники потеряли только по 1,5 минуты. Играют блиц или даже рапид. И чтобы не было e5, Синдаров забирает пешечкой. Получает интересный изолятор на эндшпиль. Не совсем гуд. Но дальше он эту пешечку мастерски скинет. Смотрим. Ладья d8. Наезжаем на ферзя. Ферзь уходит по этой причине на e2. Конь c6. Ладья d1. Чтобы не было претензий к этому слону, для профилактики Аниш уводит его на a5. В партии следует слон b5. Атакуем коня на поле c7. И то ли защитить его надо бы, то ли уйти. Куда уйти, непонятно. На b8 разве что. Так что это за шахматы? Поэтому Аниш защищает его слоном. Бравый мистер с e4 на c5 сразу подошел, нападает на пешечку. И где-то в вариантах Джавахир хочет двинуть d5, чтобы воспользоваться связкой на этого ферзя, разменять слабую пешку на d4. Чтобы не было d5, уводит Аниш слона на e8, чтобы как-то здесь ладьей застраховать братуху. Двигает Джавахир d5. Лучшим ходом было бы забрать вот здесь ладьей. И после разменов ферзь e7 забрал тут, сюда забрал, слон b5 забрал слона. Получается равная позиция. Немножко у черных хуже из-за того, что есть изолированная пешка. Вполне себе играбельно, только лишь бы не цейтнот. Но в партии последовало взятие пешкой. Забрал на поле d5, следует взятие ферзей, забрал конем. И зацените, ребята, как мастерски Джавахир Синдаров разменял свою плохую пешку на d4 на пешку ферзевого фланга. И теперь изолированная пешка не у белых, а у черных. Интересные варианты позиционной игры. Наверное, будущий чемпион. Поправь меня в комментариях, если я ошибаюсь. Также не забудь подписаться, если еще этого не сделал. В партии последовало нападение на коня. Забрал на a5, забрал на b5. Висит конник на поле a5 и висит также пешечка на поле b2. Конь b3. И чтобы как-то побеспокоить этого коня, чтобы в будущем забрать пешку на b2, Аниш Гири двигает пешку a5. Защищает на b2, беспокоит этого коня и конник отступает на поле d4, его страхует родной брат. Ушел Аниш на поле b7, в будущем желает сдвоиться на линии b и протаранить пешку на b2. Какая жизнь без форточки? Ладья b8, и чтобы не потерять эту пешечку, Джавахир ее подкладывает под коня на поле d4. Второй молодец может выпрыгнуть на поле e5, для этого профилактика f6. Улучшает пешечную структуру Джавахир, и сразу же Гири желает ее испортить. Ломать не строить. Конь решил
перескакать на поле c5 или f4, чтобы потом как-то на e6. Происходит разменчик. Конь g6. Неприятный конь сейчас будет занимать крутое поле, крутое пике. Деревня дураков. Укрепляемся заранее на g4. Пошел на вип-место. И пора подтягивать своего батю. Угрожает ход король g3, f4. Вытеснить этого забияку. Гири фиксирует эту пешечку на поле f3. Пусть она здесь стоит. Тогда делаем, как велел Фишер. Свои плохие фигуры на поле e1 меняем на активные фигуры соперника. Конь d3, слон d7. Куда-то здесь возможны жертвы этого коня или слона. Ведь на эндшпиль вот эти две пешки могут быть сильнее, чем фигура. Ну и сами по себе как бы два коня мат не ставят, если вы, ребята, в курсе. А я уверен, что большинство в курсе. Жаль, если я ошибаюсь. Король ушел на g3, конь d3. И все, стоим. Сказывается слабая пешка на поле d5. Сейчас Джавахир пойдет ее забирать. Тем временем у нас происходит партии, как и в предыдущих трех. А я напомню, что подвисал жестко ВИ. Подвисал жестко Накамура. Там вообще был разнос посуды. И Каруаныч тоже красивенько подвисал. Подышал на Гири Синдаров своим сонным воздухом. И также благополучно Гири подвис. Сейчас имеем на часах 20 минут у Аниша. Час 20 у Джавахира Синдарова. 1 час разницы. Это 1000 километров на самолете. Это 1 часовой пояс. А какую надежду давал Гири с самого начала. Но до 40-го хода уже недолго. И там напомню, что есть добавление. Смотрим дальше. Ведь на этом еще история, ой, не закончилась, ребята, история. Жмякни пока лайк и подписку проверь. Сюда ладью. Ладья d2. Ладья пытается где-то зайти в тыл черным фигурам. Или через h2, или через h2. Король уходит на f7 и тем самым как бы приглашает ладью на поле c5, а вторую на поле h2, чтобы где-то на h7. Идем на c5, пешечка провисает. И тут Гирий запускает свою ракету ладью на b7. Отдает пешку на поле d5. Можно было бы сразу жахнуть эту пешку, но предварительно Джавахир сыграл ладья h2. И этим самым ходом немножко упускает свое преимущество. Ладья d6 защищает. Перегруппировочка короля. Король сюда подходит поближе. И это ошибка. Лучше было бы сыграть f5. Например, в этом варианте, если сыграть сразу f5, могло бы быть дальше ладья h7, король g6, конь f5, нападаем сюда. И после взятия на h7, конь d7. Получается равная позиция, мертвая, железная ничья. Но в партии последовало король g7, что является ошибкой. Лучшим ходом было король e3, чтобы застраховать этого коня. Но Джавахир упускает свою победу. Пока что упускает ходом ладья a5. Атакует Аниш коня на поле d4. И только сейчас король осмелился подойти. Нападаем сюда. Гири начинает подкручивать позицию. Мастер эндшпиля все-таки не последний человек за шахматной доской. Но тут от Синдарова происходит неожиданная ошибка. Та пешка, которую он не забрал ранее, он решил ее забрать прямо сейчас. Позволяет Гире организовать разменный потенциал. Ну что же делать? Брать этого слона плохо, так как будет шах. И после король d2 пешка теряется. Это железнейшая ничья. Но сумеет ли он до конца партии бортануть Джавахира? Давайте смотреть. Ладья d8 последовала в партии. Жертвует Гиря качество. Забрал сюда. И король f2. Предлагает еще и поменять ладью после ладья b2. На самом деле ничью держал ход слон g4, представляете? После взятия сюда, шах ладьей, король g3, шах ладьей. Сюда нету отступления, пешки не позволяют, надо отступать назад. Король g2. Сюда. Король h1 и просто вечный шах по первой, второй, третьей. Король g3. Отступать дальше нету возможности. А если отступать сюда, подальше, тогда теряется ладья и уже Гири играет на победу. Вот такой интересный вариант. Лайк поставь, если не видел. Поэтому после ладья b2 Джавахир идет на g3 и происходит размен. Соперники играют без качества, но в таких позициях одержать победу белым не слишком тяжело. Это надо уметь. Король пошел сюда, король g3. И здесь, кроме ладьи и слона, еще играют большую роль короли. Остается надеяться только на цейтнот Гири. После добавления в данной позиции у него 20 минут, у Джавахира час 16. Пошел королем сюда. И ладья А8. Получится ли добить Аниша или нет? Давайте смотреть. На доске возникает теоретическая ничья. Король F7, ладья дает шах, король F8. Но Джавахир Синдаров решается в этой позиции играть на победу. Давайте посмотрим, получится ли у него сломить Аниша Гири.
На самом деле защищаться за черных довольно просто. Держи слона по диагонали А2, G8, держи короля на поле F7, F8 и позиция железо-бетон. Давайте смотреть, что было дальше в партии. Продвигается Джавахир королем сюда поближе, хочет обмануть его где-то, чтобы поймать этого слона, чтобы удобно как-то стать ладьей на поле f5 и потом продвинуть f4. Вот такие идейки. Аниш защищается красиво, защищается точно. Все как положено гроссмейстеру. Король сюда, еще шах. Король просто ходит f8, f7. Слон держится по диагонали. Все у Аниша здесь в порядке, но Синдаров еще ему сейчас подкрутит. Несколько десятков ходов и пошел счет на 50 ходов. Если пешка не двинется, это будет ничья. Слоник ходит туда-сюда, ладья туда-сюда. Ничего, к сожалению, белые из этой позиции выдать не могут. Получается, что просто движение королем, ладьей туда-сюда. Вот возможны какие-то улучшения. Если вот здесь сейчас слон e6 сыграть, последует просто король d6. И все, и слона выиграл. Но против гири такое не пройдет. Поэтому вместо слон e6, слон b3. Продолжается возня ладьей слоном, сюда пошел король, и наконец-то через несколько ходов Джавахир Синдаров находит план. Он решил отдать эту ладью на поле f5. Если король подошел, забрал ладью на f5, тогда уже все, проиграл, но в эту замануху гири не купился. Вот такая победа могла бы быть, просто пешка летит. В эту замануху гиря не купился, он отступил просто слоном, и возня продолжается. Туда-сюда, пошла пешка вперед, надо бить пешку, и угрожает продвижение g5. Если теперь выполнять это условие, что король стоит на f7, следует g5. Хорошо, тогда иду на g7. И вот смотрите, мимолетное движение и пешка падает. Победит все-таки или нет? И вот здесь расчет гири на то, что пешка висит. Но Джавахир нападает на слона, и тут надо уже выбирать. Или слона, или пешку. Конечно же, надо сохранять слона. Тогда сюда закрываем, защищаем пешку. Слон d1 нападает на пешку. Еще в партии последовало король e6, шах сюда, король e5 сюда отступил, и в этой позиции Джавахир Синдаров психанул, забрал на g4 и ничья. Сохраняет лидерство Джавахир Синдаров, Каруана также сыграла в ничью, поэтому все в порядке. Смотри мой плейлист на канале, жми на конечную заставку, посмотри предыдущие партии, кайфани. Всем огромная благодарность всем, кто поддерживает канал. Сереге, Евгению и Андрюхе К.